Но вот мы и добрались до первой полнометражной картины Кубрика, друзья. Для того, чтобы она вышла, Стэнли экономит на завтраках, занимает деньги у бати и раздевает пару неудачливых шахматистов. Он берет в аренду 35-мм камеру и даже возит всю съемочную группу сам на машине в горы, чтобы снимать там первый свой авторский фильм. И хоть картина и получилась неоднозначной, после ее просмотра возникает ощущение присутствия в воздухе таланта и огромного потенциала. Многие из вас, как и я, могли благополучно пропустить ленту, но если я расскажу вам сейчас замес, а вы не заинтересуетесь, то вам немедленно нужно закрыть это видео и бросить это гиблое дело. Это место не для вас. Так вот, замес. Идет неизвестная война между неизвестными вымышленными государствами. Маленький отряд солдат из 4 человек попадает в авиакатастрофу на вражеской территории. Вся группа военных из лейтенанта, сержанта, капрала и рядового принимает решение выжить любой ценой и пробиваться через линию фронта к своим. Скрываясь от патрулей с собакенами и самолетов-разведчиков, герои строят плот, чтобы сплавляться по течению реки в сторону дружеских войск. Однако их замечает гражданская девушка, которая неподалеку ловила сетями рыбу. Солдаты хватают ее и привязывают к дереву. Затем, после совершения нескольких вынужденных убийств патрульных, коллектив разделяется. У всех начинает понемногу ехать крыша. Молодой рядовой начинает домогаться до заложницы. Сержант пытается пожертвовать собой, так как понимает, что дома его ждет скучная серая жизнь в ремонте радиотехники. А лейтенант и капрал так вообще убивают вражеских офицеров, в точности похожих на них самих, только гораздо старше и играют их те же актеры. В итоге вся эта фантасмагория заканчивается чуть ли не в духе шекспировских пьес с нотками Росомона Куросавы. Фильм имеет не только антивоенный посыл, но задевает и гораздо более глубокие темы. Враг человечества – это сам человек, что нами движет как страх, так и вожделение. Все мы знаем, что война – это плохо на всех уровнях сознаваемого, но войны продолжаются, и не было, наверное, года в жизни цивилизации, в котором не велась бы какая-нибудь маленькая война. И все почему? Да потому что война — это очень весело, и страшно, и сексуально, и фаллические символы во все поля. Но все как мы любим. Кубрик иронизирует над мужчинами на войне. Он показывает их смешными, нелепыми, примитивными. Есть такая концепция в психоанализе – эрос и танатос – одновременное влечение к жизни и смерти у каждого индивида. Эрос отвечает за секс и самосохранение, а танатос – за саморазрушение, агрессию, опасные виды спорта, алкоголизм и драки. В человеке одновременно бессознательно действуют обе силы. Получается как бы диалектика, единство и борьба противоположностей. Но это если я нигде не наебался и не перепутал по пьяни пару терминов. За что пардон, конечно. Кубрик, как большой любитель психоанализа, умело играет со всякими этими понятиями. Но, конечно, довести до идеала совершенства тему бессмысленной тупой войны и военных людей он сможет в своей карьере далее. На фильме «Страх и вожделение», как он сам выражался, я просто набивал руку, и вообще это все говно, не смотрите. Там можно разглядеть эти присущие режиссеру черты, которые раскроются в его карьере дальше. По типу гротескного юмора, изобретательного монтажа отдельных экшн-сцен, придания несвойственной сексуальности в разные моменты, игра ебанутых персонажей с небольшим перебором. Все это мы видим здесь и увидим в последующих его картинах. Отдельно бы хотелось выделить несколько сцен. Сцена налета на охранный пост, которая сделана из множества быстрых склеек, из рук, криков, крови, оружия, потом затемнение и кадр, когда победители уже едят похлебку побежденных. Сделано действительно круто и впечатляюще. А также сцена, когда молодой солдатик в исполнении Пова Мазурски сходит с ума. Оставшись наедине с привязанной, беспомощной, симпатичной девушкой, рядовой Сидни сначала начинает пытаться развлечь ее, показывая всякие дурачества и фокусы. Но девушка не понимает его и боится. Затем Сидни приносит ей воду в ладошках, а она начинает облизывать его руки. А дальше происходит... я не скажу. Но мне просто понравилось, как Пол Мазурский прикольно кривляется и дурачится. Что-то в духе Джека Николсона. Да, конечно, фильм не без недостатков, но по большей части они технические. Звук записан поверх видео, это сильно бьет по целостности восприятия. Видно, что бюджетов не хватило. Это заметно почти во всем. В костюмах, декорациях, скудном экшоне. Но я никогда не был графодрочером, и мне концептуально фильм понравился. Он камерный и оставляет ощущение, что такое можно снять и самому, если, конечно, запариться. Но самое главное, после этого фильма я убедился в праведности своей затеи с написанием этого великого полотна. Приятно был удивлен увидеть первый фильм маэстро, и он оказался не полным говном, как большинство дебютов большинства режиссеров. Автор идеи — сам щит. Текст читала Хижина П.